уважаемые друзья, которые собрались на видеомост Москва-Тбилиси памяти поэтессы Беллы Ахмадуллиной. В нашем сегодняшнем видеомосте, который называется «И скажет кто-нибудь, она была поэт», принимает участие народный художник России, муж Беллы Ахатовны Борис Мессерер, поэт Евгений Борисович Рейн, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Николаевна Барметова, писатель, член пен-клуба российского Евгений Анатольевич Попов. Здравствуйте, мы сегодня собрались по такому поводу, и хотелось бы представить сегодняшних наших гостей. Это поэт Джансук Чарквиани, Заза Абдианидзе, главный редактор журнала «Литературная Грузия», главный редактор журнала «Русский клуб» Александр Сватиков, поэт-переводчик Камила Корентели и Никар Джорджанелли, поэт. Вероятно, у каждого человека есть на земле тайное и любимое пространство, которое он редко навещает, но помнит всегда и часто видит во сне. Человек живет дома, на родине, там, где ему следует жить, занимается своим делом, устает и ночью, перед тем, как заснуть, улыбается в темноте и думает: сейчас это невозможно, но когда-нибудь я снова поеду туда. Так думаю я о Грузии. Белла Ахмадуллина. Ну что ж, этот эпиграф из ее воспоминаний о Грузии и будет, наверное, главным мотивом нашей встречи. Белла Ахатовна очень любила эту страну, и она заняла огромное место как в российской литературе, как в сердцах российских читателей поэзии, любителей русской словесности, так и, наверное, в сердцах обычных грузин и всей грузинской интеллигенции. Грузия была просто неотъемлемой частью существа Беллы и стала моей такой же частью с ее легкой руки и с легкой руки тех друзей, которых мы обрели в Грузии. И если отвлечься от высоких слов, то просто можно сказать, что в течение года мы раза 3-4 летали в Грузию. Летали. Иногда по официальным поводам был какой-то резон лететь, была какая-нибудь встреча с русскими писателями, а иногда просто друзья звали. И мы с каким-то невероятным внутренним подъемом туда летели. И вот как-то беседуя с Васей Аксеновым о Грузии и вообще обо всем, что мы бросили, о Ялте тоже, он сказал такую вещь: вот у меня никакой ностальгии по России нет. Когда он жил, этот разговор происходил где-то в Вашингтоне, там, где Вася преподавал. Говорит, а ностальгия у меня по Грузии и вот по Ялте. Потому что это были какие-то самые светлые куски жизни, которые мы проживали. Потому что вот это грузинское дружество фантастическое, которое поражает человека и заставляет его как-то раскрыться перед этой, я бы сказал, негой и нежностью дружеского общения, которое охватывает, окружает человека, обволакивает человека, который оказался на грузинской земле. Это чувство никогда не забуду, ни с чем не спутаю. В общем, нигде в мире такого ощущения дружества, широты души, широты приема, вот то, как принимают, то, как угощают, то, как платят, будем так говорить, в ресторане. Этого нигде встретить больше нельзя. Это какой-то священный ритуал дружества, который забыть невозможно. Что была Грузия для Беллы Ахмадуллиной? И что были для нее друзья здешние? Я знаю, все будет. Архивы, таблицы. Жила-была Белла, потом умерла. И впрямь я жила. Я летала в Тбилиси, где Гия и Шура встречали меня. О, длилось бы вечно, что прежде бывало. С небес опадал солнцепек проливной, где Гия и Шура не пили со мной. Как свечи мерцают родимые лица, я плачу, и влажен мой хлеб от вина.
Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса мы встретимся, Гия и Шура, и я. Счастливица, знаю, что люди другие, в другие помянут меня времена. Спасибо. Да тщетно, как Шура и Гия, никто никогда не полюбит меня. В эти чрезвычайно печальные дни, трагические дни, мы все вспоминаем Беллу, одного из лучших поэтов великой русской поэзии. И все-таки ее отношения с Грузией, это были отдельные отношения. И я хочу рассказать один удивительный эпизод, который мне очень запомнился. Я довольно много переводил грузинскую поэзию, и в частности переводил стихи Мориса Пацхишвили, и дружил с ним и с его семьей. И они меня пригласили на обед. Я пришел, там были какие-то еще люди, мы сидели, о чем-то говорили, значит, и уже к вечеру вдруг раздался телефонный звонок. Это звонили Белла и Боря, и сказали, что вот они неподалеку где-то, и через там полчаса придут. И я своими глазами увидел, какое это впечатление произвело на Мориса, на его семью и на гостей. Они были так как-то не то чтобы взволнованы, а даже напряжены, потрясены. Заговорили сразу вот о Белле, о Боре, тем более, что вот выставка была в Тифлисе, с очень большим успехом тогда прошедшая. И Морис сказал, что подарить, что подарить. И он был так взволнован, вот он что-то искал в своем доме. И он не успокоился, пока не нашел вот два замечательных подарка. По-моему, это была икона какая-то, очень хорошая. И такой очень красивый старинный кувшин металлический. И когда пришли Белла и Боря, это было целое событие. Для них это явление было. Явление. И вот тут я понял вот такую связь вот Грузии, грузинской интеллигенции, такую сердечную, существенную, глубокую духовную связь. Мы плачем. Белла, родная, ты прекрасно знала и сейчас знаешь, наверное. Я плакать буду на родном языке или на русском языке, не имеет значения. Я потерял своего любимого друга, а Грузия потеряла своего ребенка, дочь. Госпожа Белла также любила Грузию, как и любила Россию, но и сама Белла была сама любовь. Существует такое понятие, говорят, что поэт – женщина. Нет, такого понятия нет. Белла была как Евтушенко, как Вознесенский, как Пастернак. И для меня она как Яна Каландадзе, и она поэт. Белла Ахмадулина es arari tsasuli is maradiulshia me misi msgavsi пирოვნება. Белла от нас не ушла, Белла здесь. И такую личность, как Белла, я в своей жизни никогда не встречала. Однажды она позвонила из Москвы и сказала, чтобы я включил телевизор. Я включил телевизор, и она держала в руке чашку такую, на которой было написано 50 цифр, и сказала, что Джансук приедет в Москву и будет отмечать свой юбилей. Белла, Белла, я пью из этой чашки за тебя, ты живая для всех, для Грузии и для России. В те тяжелые времена, когда здесь после метрополя разразилась жесточайшая
цензура на публикацию стихов Беллы, приютом была для Беллы, конечно, Грузия. И мы, и русская поэзия этого никогда не забудет. Надо сказать, что Белла нам подарила Грузию. Если Грузия ей подарила гостеприимство и любовь, то Белла, конечно, нам подарила часть той Грузии, с которой она жила. И тех поэтов, которых она перевела, мы почувствовали через Беллу. Поэтому вот это вот ее путешествие, ее прекрасные встречи в Грузии, это было не только приятное путешествие двух дилетантов, Мессерера и Ахмадуллиной, но еще и большая-большая творческая работа, которую не покидала Беллу, и которая всегда отдавала и платила сторицей за все самые добрые отношения, которые к ней были, и платила своим творчеством. Вот это вот ее стремление к совершенству в творчестве, оно не было никогда таким назидательным и поучительным, она просто жила. Надо сказать, что она была очень свободная, вольная, очень остроумная. И знаете, я помню, как мы с ней отдыхали в Пицунде, я увидела, как она превосходно плавает. Так мужественно, такими широкими жестами она входит в воду и быстро уплывает. Вот кажется она мне сейчас, что она уплыла.